Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы поговорим с вами о люксовых средствах, которые стоят каждой своей копеечки, аналогов которым я просто не нашла в масс-маркете. И это те люксовые средства, которые, несмотря на свою высокую цену, я буду покупать снова и снова, потому что они действительно великолепны и у них нет аналогов. И действительно, многие люксовые средства очень хороши, но тем не менее им можно найти какой-то аналог, либо даже точную копию в масс-маркете. Так, например, я уже многие годы абсолютно не пользуюсь, я не покупаю туши люксовых марок. Я просто не вижу в этом никакого смысла, потому что очень часто у бюджетных брендов, у масс-маркет брендов мы можем видеть туши, которые ничуть не хуже люкса, а часто даже и лучше люксовых тушей. Поэтому для меня тушь — это тот продукт, которому я знаю достойную замену по более бюджетной цене, и я ее и покупаю. Но есть средства, которым я замены просто не нашла. Так, например, это пудры от бренда Hourglass. Одна пудра практически уже закончилась. Это Travel Size. Его очень удобно брать с собой в дорогу. А вторая — это такая классическая палетка. Здесь цвета Dim Light, Incandescence Light и Radiant Light. Как по мне, это просто идеальнейшая палетка для создания эффектов фотошопа на вашем лице. У этих пудр просто супер мелкий помол и очень деликатное, незаметное сияние. То есть отдельных блесток на своем лице вы просто не заметите. Но вы увидите, как ваша кожа разгладилась, как будто бы стираются морщины, как будто бы стирается усталость, возраст. Это очень красивый, действительно, вот эффект фотошопа в реальной жизни. Вы становитесь такой отдохнувший, более свежий, молодой, очень красиво, как вы видите, смотрится при фото- и видеосъемке. И хотя такая, например, палетка стоит в районе 75-80 евро, я буду покупать ее снова и снова, потому что этим пудрам просто нет аналогов в масс-маркете. Действительно, очень много средств есть и более бюджетных, которые пытаются скопировать данный эффект. У некоторых это достаточно неплохо получается. Но если все-таки сравнивать, то ни у одной пудры в сегменте масс-маркет, в сегменте бюджетных пудр, у них нет этого эффекта. Бывает похожий эффект, неплохой эффект, но вот этого вау-эффекта я не видела еще ни у одной пудры. Полного попадания, полностью скопировать этот эффект не смог никто. Поэтому это то люкс-средство, которое, да, стоит недешево, но я буду покупать его снова и искренне рекомендую его вам. И следующее такое средство — это тени от MAC в оттенке Sin. Действительно, очень много теней есть у бюджетных брендов. Так, например, у польских производителей, у белорусского Luxe Visage есть просто отличнейшие жидкие тени, которые являются просто полным аналогом, точной копией жидких теней от Armani. Но если говорить конкретно про сухие тени, то здесь я не нашла замену именно вот этим теням-однушкам и именно в этом оттенке. Очень такой красиво серо-лиловый. Тени называются сатиновыми, но здесь сатин крайне деликатный, без каких-то отдельных блесток. При этом, почему я говорю, что этим теням нет аналога? Во-первых, это их цвет. Точно такого же цвета, такого таупового, серо, чуть сизого, очень глубокого я не нашла в бюджетных марках. Во-вторых, конечно же, эти тени отлично тушуются, распределяются, отлично сидят. Но здесь это тоже часто встречается и у более бюджетных брендов. Но в чем здесь еще также плюс, которого я не нашла ни в одних бюджетных тенях? Первое — это цвет, а второе — это то, что эти тени держатся на вас в течение 6-8 часов. Вот я их нанесла утром,
и в течение дня они остаются со мной. Это при том, что у меня достаточно жирная кожа век, и некоторые тени, некоторые подводки, они просто скатываются, либо исчезают. С этими тенями нет такой истории. Они стоят 25 евро за вот такую вот крохотную однушку, но при этом их хватит вам действительно очень надолго. И что я еще люблю в этих тенях, что именно этот оттенок, он крайне выгодно, очень красиво подчеркивает оттенок глаз, если сделать такую растушеванную стрелочку. Этот вариант я очень люблю использовать в повседневном дневном макияже. Глаза становятся очень выразительными. У меня такой зелено-карий цвет глаз, и он очень красиво вытягивает их. Они становятся такими яркими, сияющими, чуть более насыщенными. Очень красиво и всегда комплиментарно. То есть, повторюсь, здесь уникальнейший оттенок, здесь невероятная стойкость в течение всего дня, ну и бонусом идет отличное легкое нанесение, растушевка, никаких проблем. Этими тенями можно сделать как стрелочку такую для ежедневного макияжа, очень легкую дымку, так и можно сделать очень красивый такой вечерний макияж, смоки макияж, просто великолепные тени, и 25 евро здесь вполне оправданная цена за такие отличные тени, такое великолепнейшее качество и роскошный неповторимый цвет. Ну и последнее средство в категории люкса, которому я не могу найти замену в бюджете, это вот такое масло от L'Occitane. Оно у меня уже практически закончилось, но я куплю его снова. Стоимость его в районе 20-22 евро за объем 250 мл, но это уникальнейшее средство для душа. Есть много очень неплохих, хороших гелей для душа, есть очень неплохие, хорошие масла для душа. Ну, например, последняя моя покупка – это масло для душа от Rituals. Это неплохое масло, это хорошее масло, оно, в принципе, смягчает, имеет очень хороший аромат, ну, очень приятная процедура принятия ванны, душа с ним. Но если сравнивать конкретно с маслом L'Occitane, то это все не то. Масло L'Occitane – это единственное масло для душа, для принятия ванны, которое действительно ухаживает за вашей кожей. Оно не просто смывает загрязнение, оно еще и ухаживает. Это очень приятное средство. Оно такое бархатистое, нежное. Ваша кожа остается после принятия с ним душа очень такой напитанной, увлажненной, упругой, мягкой, красивой. Имеет приятный аромат, который, в принципе, быстро улетучивается, нужно сказать. Но мне кажется, это плюс. И еще несомненным плюсом является то, что оно очень хорошо смывается, не оставляет никакой липкой пленки на вашем теле, что часто бывает с другими подобными средствами. Это супер масло. Если вы еще никогда не пробовали масло для душа от L'Occitane, то это то, что действительно стоит попробовать. Да, оно стоит в 2-3 раза дороже подобных средств, но оно того стоит. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Также я хочу сказать, что на моем канале завершился розыгрыш духов от Lattafa. Я хочу сказать большое, огромное спасибо всем, кто принимал участие. Генератором случайных чисел я определила победителя. Посмотреть результаты и как это было можно в моем инстаграм. Ссылка, как всегда, будет в описании. Ну а я желаю вам хорошего дня и прекрасного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!